Забываете о простых задачах и ежедневных делах? От стресса снижается концентрация? Попробуйте сделать эти 4 простые упражнения, которые требуют минимум времени, и вы быстро увидите результат. В среднем люди проводят в интернете ежедневно около 7 часов. Такие выводы сделала организация VA Social в своем докладе Digital. 89% пользователей постоянно используют социальные сети и мессенджеры, 49% играют в мобильные игры. Такая статистика давно уже никого не удивляет. Стоит зайти в вагон метро, и вы увидите абсолютно разных людей, которые проводят время по пути на работу совершенно одинаково. Предлагаю пересмотреть приоритеты и посвятить время в дороге саморазвитию и интеллектуальной деятельности. Всего 30 минут в день вам потребуется на то, чтобы научиться сосредотачиваться и улучшить память, разогнать мозг перед рабочим днем и взбодриться без помощи кофе. К сожалению, упражнения не подойдут тем, кто ездит в офис на автомобиле. Но если вы пользуетесь общественным транспортом, смело пробуйте эти техники. Первое упражнение для тренировки памяти называется таблицей Шульте. Оно помогает улучшить периферическое зрение и внимание. Оно также идеально подходит для тех, кто не готов расставаться со своим телефоном. Таблица Шульте, которую можно скачать на смартфон в виде приложения, предоставляет собой поле 5 на 5, где каждая клетка содержит цифру от 1 до 25. Ваша задача – как можно быстрее отыскать эти числа по порядку. Чем меньше затраченное время, тем лучше вы сумели сконцентрироваться. Если хотите тренировать еще и периферическое зрение, усложните задачу. Нужно не просто найти все числа по порядку, но и не отрывать взгляд от середины таблицы. Плюс упражнения с таблицей Шульте в том, что можно пробовать большое количество вариантов и уровней сложности. Если все получается легко и быстро, измените настройки. Выберите вариант с цветными цифрами или с возможностью перемешивать их после каждого хода. Второе упражнение называется фотоаппарат. Оно поможет натренировать внимание и зрительную память. Когда вы едете на работу, в метро или на автобусе, то волей-неволей обращаете внимание на вывески, рекламу, картинки других людей. Из этой привычки можно извлечь пользу. Превратите ее в упражнение. Внимательно посмотрите на объект, стараясь его запомнить. Сначала обращайте внимание на самые крупные элементы, потом на детали. Отведите взгляд. Попытайтесь мысленно воспроизвести увиденное. Вернитесь глазами к объекту для сравнения и оцените, правильно ли удалось вспомнить цвета, форму, размеры. Поработайте над ошибками, повторив весь алгоритм сначала. Повторяйте упражнения, пока не будете представлять объект четко и правильно. Постепенно вы научитесь запоминать объект во всех подробностях с первого раза. Третье упражнение называется перепросмотр. Оно помогает научиться концентрироваться и активизировать силу памяти. Лучше проделывать это упражнение по дороге домой. Упражнение достаточно простое. С открытыми глазами вспомните события дня в хронологическом порядке, так, как будто бы вы смотрите фильм про себя. Подробно восстановите каждое действие до настоящего момента. Вы открыли глаза, встали с постели, затем надели тапочки и пошли готовить завтрак. Вспоминать события уходящего дня рекомендуется в быстром темпе, при этом не пропуская деталей. Когда получится подробно прогнать день в одну сторону, переходите к обратной перемотке. Вспоминайте события от конца дня к его началу. Если вы будете выполнять упражнения ежедневно, то уже через несколько дней заметите эффект. Вам станет легче концентрироваться, и вы намного быстрее и точнее сможете вспоминать разговоры и события. Четвертое упражнение самое эффективное. Учите и повторяйте иностранные слова. Если вы давно хотите подтянуть английский, но времени не хватает, дорога на работу – отличный шанс потратить время с пользой. Предлагаю воспользоваться таким алгоритмом. Найдите в интернете готовый список слов по интересующей вас тематике. Например, сад, профессии, животные, путешествия. Выберите слово, которое надо выучить. Например, это будет слово «слон». На английском это переводится как elephant. Подберите русское слово, фонетически похожее на elephant. Так как слово длинное, придется подобрать сразу два. Например, эльф
и фант. Чтобы запомнить, что слон elephant, соедините в голове 3 образа в одной картинке. Представьте обычного слона, но с ушами, как у эльфа, который держит в хоботе бутылку фанты и разбрызгивает газировку во все стороны. Задержите этот веселый образ в голове и повторите 3 раза. Слон elephant, слон elephant, слон elephant. Более простые слова требуют соединения только 2 образов. Например, слово «тигр» переводится как «тайге», что похоже на русское слово «тайга». Чтобы запомнить, нужно связать образы тигра и тайги. Представьте огромного тигра, разгуливающего по тайге. Имейте в виду, что образы, которые вы выбираете, должны быть крупными и яркими. Не смущайтесь, если они кажутся абсурдными. Наш мозг быстрее запоминает именно такие образы. По-настоящему обогатить словарный запас можно, ежедневно уделяя время повторению и проверке уже выученных слов. Учите по 5-7 слов и повторяйте. Затем переходите к следующей порции. А потом прогоняйте в голове весь список. Время в дороге идеально подходит для тренировки интеллектуальной выносливости. Бесплатных мини-тренажеров и приложений по развитию памяти, логики, внимания в открытом доступе более чем достаточно. Выделив всего 30 минут в день, вы не только прокачаете когнитивные способности, но и настроитесь на рабочий лад. Также вы будете выполнять задачи гораздо быстрее, чем обычно. Перестанете уставать и прокрастинировать. На этом наш видеоролик подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр. Обязательно ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!